Выравнивание бэк-вокалов под основной голос – это относительно свежая идея. Еще 50 лет назад звукорежиссеры никоим образом не могли выровнять один голос под другой. Но со временем технологии развивались, особенно на телевидении и в кинопроизводстве. Но сейчас мы полноценно используем все возможности компьютерных обработок для выравнивания чего угодно под что угодно на наших с вами компьютерах. Но остается открытым вопрос: стоит ли выравнивать бэк-вокалы под основной голос? Или все-таки это лишняя работа, которая не дает ничего полезного конечному звучанию микса? Давайте разбираться. Сейчас мы с вами послушаем фрагмент аудиозаписи с выровненными голосами и с невыровненными. Я предварительно отключил часть пространственной обработки и сделал громкость голосов немного выше, чем это требуется миксу, чтобы мы с вами более четко ощутили разницу между одним звучанием и другим. Твое низкое небо разбито, мой стеклянный утес. Моя сталь острее, чем битва, поступь расколотых звезд. Твое низкое небо разбито, мой стеклянный утес. Моя сталь острее, чем битва, поступь расколотых звезд. Несмотря на то, что голоса отличаются по высоте, первый был более низкий, а второй был более высокий, я думаю, вы заметили, что тайминги голосов также отличаются. В первом случае мы имели дело с более компактным и более комфортным для прослушивания звучанием, а во втором случае присутствует некоторая суета и нестабильность в звучании голоса. На экране вы видите, что в нашем распоряжении 3 дорожки голосов: основной вокал, дабл и бэк-вокал. Давайте послушаем их отдельно. Твое низкое небо разбито, мой стеклянный утес. Моя сталь острее, чем битва, поступь расколотых звезд. Все согласные всех голосов попадают друг в друга, и это создает очень хорошее, стройное, оформленное и завершенное звучание. Второй пример. Твое низкое небо разбито, мой стеклянный утес. Моя сталь острее, чем битва, поступь расколотых звезд. А здесь ты-ты-ты-ты, пы-пы-пы-пы, бы-бы-бы-бы, сы-сы-сы. Очень нестабильное и очень некомфортное для прослушивания звучание. Определенно, с моей точки зрения, такие вещи следует править. Конечно, существуют адепты натурального звучания, которые утверждают, что как вокалист спел, так и нужно оставить, но с моей точки зрения, для современного музыкального продакшена это в корне неверный подход. Особенно, если мы работаем с треком, наполненным инструментами, в котором очень насыщенная аранжировка и нету места для всех вот этих разболтанностей. Что ж, начнем выравнивать голоса. И первый вариант выравнивания, самый простой, с помощью Vocaline Project 3. Выделяем аудиоклипы, которые будем выравнивать, заходим в меню Audio, Extensions и выбираем из списка Vocaline Project. В моих более ранних видео вы могли видеть, что раньше Vocaline Project мы использовали как VST3 плагин, но сейчас он работает с протоколом Array2, соответственно, загружается внутрь среды Cubase, что очень неплохо и несколько упрощает процесс и настройки, и обработки. Дальше что нам нужно сделать? Выделить главную дорожку, Capture Guide, выделить дорожку, которую мы будем выравнивать, Capture Dub. Обработка была произведена. Нам не нужно больше нажимать ни на какие кнопки. Можем выровнять вторую дорожку, Capture Dub. Теперь и эта дорожка была выровнена. Посмотрите, обе дорожки исправлены. Прекрасно, послушаем голоса. Твое низкое небо разбито, мой стеклянный утес. Моя сталь острее, чем битва, поступь расколотых звезд. Принципиально другое ощущение от вокала. Теперь грув более стабильный, теперь все прослушивается намного лучше и намного комфортнее. Я буду несколько раз за сегодняшнее видео повторять это слово, потому что выровненные голоса действительно звучат более комфортно. Это не просто выбор «мне нравится так» или «мне нравится этак». Это
влияет на общее ощущение звучания всего микса и помогает слушателю чувствовать себя более безопасно и более комфортно при прослушивании. Проверим, как это работает в миксе. Твое низкое небо разбито, мой стеклянный утес. Моя сталь острее, чем битва, я поступь расколотых звезд. Мои песни. Прекрасно. Теперь я покажу вам более сложный вариант выравнивания, но в котором будет намного больше различных опций и вариантов обработки. Конечно же, я говорю о выравнивании с помощью Revoice Pro. Удалим обработки. И начнем заново. Audio, Extensions, Revoice Pro Link. Прекрасно. Аудиофайлы были загружены в Revoice Pro. И теперь мы выбираем первую дорожку голоса. Нажимаем B и создадим процесс выравнивания. Но вместе с этим добавим New Process Group, пресет Tight Timings Only. Мы будем выравнивать две дорожки одновременно. New Process. Вы видите, что здесь граница окончания файла установлена не совсем точно, поэтому мы ее поправим, просто потянув за вот этот угол. Отлично, теперь все должно работать хорошо. Process Groups нам нужны для того, чтобы мы могли прослушать, как вокалы звучат после обработки. Вот так голоса звучали до обработок. Твое низкое небо разбито, мой стеклянный утес. Моя сталь острее, чем битва, я поступь расколотых звезд. Очень нестабильно. А теперь после выравнивания. Твое низкое небо разбито, мой стеклянный утес. Моя сталь острее, чем битва, я поступь расколотых звезд. Мы можем сделать дополнительные настройки и усилить степень выравнивания. Для этого заходим в меню настроек, клавиша P, и выбираем High Flexibility. Настройки были изменены для обоих файлов. Посмотрим еще раз. И послушаем. Твое низкое небо разбито, мой стеклянный утес. Моя сталь острее, чем битва, я поступь расколотых звезд. Несмотря на то, что Vocalline Project выровнял голоса очень хорошо, и мы бы могли, в принципе, High Flexibility использовать и там, но алгоритм Revoice Pro 4 обычно оказывается более качественным. Вы слышите, что теперь голоса звучат еще более компактно, аккуратно и поддерживают общий грув всего вокального исполнения. Послушаем, как это будет работать в Cubase. Друзья, сегодня мы разыграем 2 лицензии на Vocalline Project 3, а также 1 лицензию на Revoice Pro 4 от компании SynchroArts. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно подписаться на наш канал на YouTube, а также в комментариях под видео оставить ответ на вопрос, с какими наиболее необычными, странными или интересными голосами вам доводилось работать, выравнивая их. Напоминаю, что в розыгрыше будут участвовать комментарии под видео на YouTube, поэтому оставляйте их именно там. Время проведения розыгрыша мы дополнительно объявим в нашем сообществе на YouTube. Твое низкое небо разбито, мой стеклянный утес. Моя сталь острее, чем битва, я поступь расколотых звезд. Прекрасное звучание. Послушаем в миксе. Твое низкое небо разбито, мой стеклянный утес. Моя сталь острее, чем битва, я поступь расколотых звезд. Мои песни слагают пустыни в песчаные бури и дождь. Первые письма — хрустальная призма, в которую ты войдешь.
Красота, совсем другое дело. Как вы видите, звучание голосов после выравнивания изменилось довольно существенно. Они теперь лучше дополняют друг друга и создают приятную и комфортную вокальную текстуру в миксе. Но стоит ли выравнивать голоса друг под друга, решать только вам. Для меня ответ на этот вопрос естественен. Конечно, выравнивать, потому что это создает намного более качественное звучание микса в итоге. Большое спасибо за внимание. Увидимся завтра. Плывите к звуку.